Сразу хочу сказать, что я не хочу, чтобы ты тратил зря свое время. Смотри только в том случае, если тебе это интересно. Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Сегодня я бы хотел поговорить про интеллектуализм и о том, ведет ли он к одиночеству. Вообще, глядя на поведение и в целом образ жизни большинства, я невольно прихожу к мысли о том, есть ли смысл в неких идеях по изменению в лучшую сторону жизни людей, и как вообще может применяться какая-либо идея по отношению к большинству. Я имею в виду конструктивная идея, не связанная с коллективным инстинктом. Вообще, большинство — это то, что живет просто по инерции, просто потому, что оно не может жить как-либо по-другому, и представителям большинства свойственно ссылаться на массовость какого-либо действия как на показатель правильности этого действия. Опять же, я не хочу сказать, что кто-то является каким-то плохим, потому что никто не должен подстраиваться под чьи-либо представления о том, что правильно или неправильно, хорошо или плохо. В конечном счете, каждый человек является продуктом своей среды, которая его порождает как элемент. Поэтому у большинства есть определенная роль по отношению к этой среде. Эта роль заключается в том, чтобы быть и исторической, инертной массой, чья мораль проистекает из этой роли инертной массы. Только потому, что это большинство, чье отношение друг к другу и к тем, кто является представителями другого большинства, определяется идеологической индоктринацией. Собственно, идеология всегда апеллирует к человеческим инстинктам, и большинство, чье поведение в своей основе определяется инстинктами, естественным образом обусловливается этой идеологией, потому что идеология использует идею групповой идентичности. Почему критерии большинства противоречат здравому смыслу? Вообще, с точки зрения здравого смысла, то, как думает большинство, не может быть мерилом того, как правильно думать, потому что большинство ведет себя как инертная масса. Большинство машинально ищет оправдание собственных инстинктов в добровольном оплодотворении себя госидеологией. То есть любая идеология для большинства — это всего лишь повод оправдывать свое инстинктивное поведение. Можно разобрать природу поведения большинства на примере комментариев некоторых комментаторов к моим видео. Под моими видео они выражают свое недовольство тем, что им кажется, как они пишут, тягомотиной. Да? Хотя изначально мой канал не развлекательный, и у меня нет ни цели, ни желания, ни способности развлекать кого бы то ни было. То есть они считают, что если они кликнули на превью какого-нибудь видео, то оно по умолчанию должно их развлекать. То есть, с одной стороны, YouTube для меня является средством распространения мысли, но с другой стороны, массовость, которую подразумевают алгоритмы того же самого YouTube, как цифровой информационной площадки, предполагают просмотр моих видео людьми, которым они в принципе не могут быть интересными. И на самом деле я, конечно же, не хочу, чтобы на превью моих видео кликали бы люди, которым не интересен смысл, который я вкладываю в свои материалы. С одной стороны, превью служит для привлечения внимания потенциального слушателя, но с другой стороны, привлекает внимание людей, которым в принципе не интересен смысл, так как им нужно, чтобы их развлекала бы информация. И потребность в развлечении, как в основном способе времяпровождения, это и есть свойство большинства, потому что оно в принципе не способно думать. Поэтому для них все, что не начинает сразу же развлекать, вызывает чувство раздражения и недовольства. И меня охватывает чувство отчаяния от того, что с одной стороны создание текста — это огромный труд,
а с другой стороны приходится сталкиваться с результатом выкладывания своих видео в массовый доступ, который не предполагает качественной реакции, которая перевешивала бы реакцию деструктивную, так скажем. И вообще русскоязычная аудитория в принципе является аудиторией крайне низкого качества, просто в силу отсутствия у большей ее части способности к мышлению, поэтому мне приходится сталкиваться со следствием доступа массовой аудитории к моим материалам. Я не возмущаюсь этому, потому что это неизбежное следствие такого доступа, и мне на самом деле не хотелось бы, чтобы эти люди, которым не интересны и не полезны мои материалы, тратили бы на их прослушивание свое время. Бессмысленность поведения толпы. На самом деле поведение толпы, а именно толпой я считаю любой так называемый народ, абсолютно бессмысленно, потому что он всегда зависит от идеологического режима, наличествующего в данный момент времени. И то, что преподносится как некая народная идентичность, это всего лишь продукт мифологии. Изоляция и интеллектуализм. Изоляция — это, по сути, следствие интеллектуализма, потому что он подразумевает избирательность в общении. Это не избирательность, при которой человек специально выбирает, с кем ему общаться, а с кем нет. Это изоляция, являющаяся изоляцией только в глазах обывателя, потому что для обывателя является странным тот факт, что человек, который на уровне своих взглядов не становится частью группы. То есть обыватель видит изоляцию другого человека как нечто странное, как отклонение от некой общественной нормы, как намеренное желание человека не общаться с другими людьми. Например, мне не с кем общаться, но это даже не означает, что я делаю какой-то выбор, с кем мне общаться, а с кем нет, потому что выбирать не из чего. Мне не с кем общаться, потому что 99,9% людей кажутся мне неинтересными, неспособными видеть за формой того или иного общественного явления намерения ее идеологов. Но это не означает, что я предлагаю людям некое свое видение того или иного процесса. Я не превозношу свое видение в абсолют, который должны принять другие как некую истину. Не имеет значения, что происходит с большинством. Не имеет значения, что происходит с большинством, потому что большинство всегда инертно, в том смысле, что его поведение всегда определяется существующей идеологией. Оно всегда будет становиться своего рода расходным материалом государства, потому что идеология всегда подпитывает заблуждение большинства с целью формирования его так называемого общественного мнения. Собственно, путь большинства — это и есть путь заблуждений, поэтому ссылка некоторых на то, что якобы то, как живет большинство, должно быть мерилом правильного образа жизни, является по меньшей мере нелепой. Хотя, по сути, большинство всегда сталкивается со следствием того или иного явления, смысл которого оно понимает с точки зрения идеологической индоктринации сквозь призму, которой оно и понимает свою жизнь. Интеллектуализм — это не противопоставление своего видения социальной жизни видению большинства, потому что сама инертная функция большинства и заключается в том, чтобы быть фоном общественной жизни. Эта функция сама по себе и не подразумевает ничего, кроме массовости. И ее инертность и не предполагает никакой разницы в том, какая идеология будет определять поведение этого большинства. Поэтому быть вне идеологии означает быть вне масс, что не может быть не обнаружено ее представителями и не объявлено как отклонение от нормы, будто бы большинство следует своим собственным идеологическим принципам. Хотя само большинство — это всего лишь расходный материал для госидеологии,
сути, глобальная суть которой сводится к перераспределению материальных ресурсов. И на этом фоне кажется довольно смешным повсеместное употребление представителями масс термина «капитализм», будто бы он является некой губительной идеологией, ухудшающей в глобальном масштабе их жизни, хотя именно капитализм и дает возможность массам потреблять те или иные его продукты, при помощи которых и сетуют на несправедливость самого капитализма как идеологии представителей так называемого народа. Но идеология — это не более чем оболочка настоящей сугубо прагматической цели ее генератора, которая скрывается за оболочкой для индоктринации среднестатистического человека через превращение его в элемент идеологического культа, которому он служит до конца своих дней. И жизнь масс — это преодоление последствий своих заблуждений, а не следствие видения причинно-следственных связей между текущим их положением и причиной такого положения. Почему я не понимаю большинство? Вообще, почему я не понимаю большинство, например, я не понимаю, как люди могут серьезно относиться к так называемому гендерному браку. Я не имею в виду сейчас случаи, когда люди женятся с целью завладеть имуществом так называемого супруга, потому что это прагматическая цель, ради которой и осуществляется процедура брака. Но люди, не руководствуясь никакими прагматическими мотивами, с такой детской серьезностью заявляют о том, что это моя жена, или жена заявляет, что это ее муж, абсолютно не понимая, что это всего лишь социальная роль, которой они себя обременили ради оправдания собственных инстинктов, которые они машинально оформили в некий социальный союз со всей серьезностью, называемый ими браком. На самом деле мне нет никакого дела до этих людей, так как я говорю об этом в качестве примеров машинального поведения большинства, именуемого так называемым народом. Например, я не понимаю, как можно желать быть частью некой группы, одержимой ненавистью к другой группе людей только потому, что об этом им сказали по телевизору. Допустим, ярким примером такого явления, такого общественного явления является Германия 20-30-х годов, где для ее народа был найден враг, на которого были списаны все беды, являвшиеся на самом деле следствием проблем экономических. Но народ любит воспринимать реальность сквозь призму информационного фона, который создают СМИ. То есть в своей основе своя принадлежность к так называемому народу — это принадлежность скорее мифологическое, которое позволяет оправдывать свое животное поведение образом чего-то возвышенного, якобы по умолчанию являющегося чем-то правильным только потому, что предполагает отнесение себя к большинству, к большому количеству людей, именуемого так называемым народом.